Капли гуталакс оказывают слабительное действие. После бактериального расщепления активного компонента в пищеварительном тракте усиливается перистальтика, происходит накопление электролитов и воды в просвете толстого кишечника. Действующее вещество оказывает стимулирующее действие на слизистую стенку толстой кишки. Лекарственный препарат способствует размягчению стула, стимулирует акт дефекации и уменьшает время опорожнения кишечника. Показания. Запоры обусловлены атонией и гипотонией толстой кишки, в том числе в пожилом возрасте, у лежачих больных, после операций, после родов и в период лактации. При запорах, вызванных приемом лекарственных средств. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах для размягчения консистенции кала. Заболеваниях желчного пузыря, синдроме раздраженной кишки с преобладанием запоров. При запоре, обусловленном дисбактериозом кишечника, нарушениями диеты. Способ применения и дозы. Принимать внутрь. Для получения слабительного эффекта в утренние часы следует применять препарат накануне и на ночь. Рекомендуется следующий режим дозирования. Взрослым и детям старше 10 лет 10-20 капель в сутки. Детям от 4 до 10 лет 5-10 капель в сутки. Младше 4 лет 0,25 мг на килограмм в сутки. Это соответствует 1 капле препарата. Рекомендуется начинать прием с наименьшей дозы. Для того, чтобы достичь регулярного стула, доза может повышаться до максимально рекомендуемой. Не следует превышать максимально рекомендованную суточную дозу. Препарат не обязательно растворять в жидкости. Противопоказания. Кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, в том числе перитонит, боли в животе неясного генеза, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, спастический запор, тяжелая дегидратация, метрораргия, цистит, детский возраст до 4 лет, повышенная чувствительность к натрия-пикосульфату и другим компонентам препарата. С осторожностью назначать препарат в период лактации. Применение при беременности и кормлении грудью. Противопоказано при беременности, первый триместр. С осторожностью применять при периоде лактации. Особые указания. Не применять препарат ежедневно, без консультации врача, более 10 дней. Длительный прием высоких доз препарата может приводить к потере жидкости, нарушению баланса электролитов, гипокалиемии. Головокружение и обмороки наблюдались у пациентов, принимавших препарат Гуталакс. Анализ показал, что эти случаи связаны с обмороком при дефекации, или обмороком, вызванным напряжением при дефекации, или с вазовагальной реакцией на боль в животе, которая может быть обусловлена запором и не обязательно связана с приемом препарата. В 1 мл капель содержится 0,45 грамма сорбитола. Максимально рекомендованной суточной дозе для лечения взрослых и детей от 4 до 10 лет содержится 0,6 и 0,3 грамма сорбитола соответственно. Препарат не обладает вкусовыми качествами, поэтому детям можно добавлять в пищу. Дети должны принимать препарат только по назначению врача. Специальных клинических исследований влияния препарата на способность управлять автомобилем и механизмами не проводилось. Несмотря на это, пациентам следует сообщать, если вследствие вазовагальной реакции, то есть во время спазма кишечника, могут возникать головокружение или обморок. Если у пациентов возникает спазм кишечника, они должны избегать потенциально опасных видов деятельности, в том числе вождения автотранспорта и управления механизмами. Побочные действия. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Дискомфорт, тошнота, рвота, спазмы и боли в области живота, диарея. Со стороны нервной системы. Головокружение и обморок, возникающие после приема препарата, могут быть связаны с вазовагальной реакцией, например, напряжением при дефекации, спазмами в области живота. Со стороны иммунной системы. Реакции повышенной чувствительности. Со стороны кожи и подкожных тканей. Кожные реакции, например, ангионефротический отек, кожная сыпь, лекарственная сыпь, кожный зуд. Лекарственное взаимодействие. Диуретики или глюкокортикостероиды увеличивают риск нарушения электролитного баланса, гипокалиемия, при приеме высоких доз препарата Гуталакс. Нарушение электролитного баланса
может повышать чувствительность к сердечным гликозидам. Совместное применение препарата и антибиотиков может снижать послабляющий эффект препарата. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 30 градусов, не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 5 лет.